Артем Мельников вышел за ворота колонии в промозглое осеннее утро. Его шаги были тихими, лицо выжжено временем и тишиной. За плечами 3 года. Не за убийство, не за насилие, за грабеж, за ту ошибку, которая стоила ему свободы. Но важнее всего было то, что он не сдал никого. Ни Сашку, ни Толика. Всю вину он взял на себя. Сам пошел с повинной. Думал, мужики, друзья, поймут. Думал, вытащат, помогут. Хотя бы о самом главном позаботиться. О Плути. Плут был не просто псом. Его подарил Артему отец за полгода до смерти. Тогда Плут был еще щенком, с белой грудкой, черной шерстью и умными глазами. С тех пор пес стал его тенью, братом, последней связью с отцом. Каждый вечер они гуляли по набережной, по воскресеньям ездили за город. Артем никогда не думал, что может привязаться к животному так сильно. Плут чувствовал все – тревогу, радость, одиночество. Когда Артема закрыли, самым трудным было не прощание с домом, а прощание с ним. «Толик», — сказал он тогда, — «ты ведь рядом живешь? Присмотри за Плутом, а? Корми, гуляй с ним. Он не шумный, не проблемный. Я как вернусь, заберу». Толик кивнул, хлопнул его по плечу. «Без базара, брат, все будет тип-топ». Сашка тоже уверял, что Плуту будет как у Христа за пазухой. Теперь, стоя на остановке с одним пластиковым пакетом, Артем думал только о том, чтобы скорее увидеть пса. Он не звонил никому. Ни другу, ни бывшей девушке, ни даже матери, которая уже давно жила в другом городе. Первым делом — к Плуту. Когда он подошел к дому Толика, сердце стучало так, будто сейчас вырвется наружу. Подъезд был тот же, двери облупленные, но не это его тревожило. Из-за угла доносился лай. Артем узнал его сразу. Он обогнул дом и застыл. Плут сидел у гаража. Цепь короткая, грязная миска рядом пуста. Пес исхудал, ребра торчали под шкурой. Лапа была перебинтована, но небрежно. Старая кровь проступала сквозь ткань. Когда Артем подошел ближе, Плут дернулся и тут же узнал его. Пес взвыл, завизжал, запрыгал на цепи, рвался изо всех сил. Артем упал на колени, разрыдался и обнял его, как брата, как сына, как единственного, кто ждал. «Прости, прости меня, малыш, прости». Он отцепил карабин. Плут повис у него на груди. В тот же вечер Артем с собакой оказался в клинике. Ветеринар вздохнул. «Вы вовремя. Он сильно истощен, на грани. Если бы еще неделя, не спасли бы». Его морили голодом? Судя по всему, да. И долго. Лапа, старая рана, уже была заражена. Чудо, что он вообще жив. Артем смотрел в пол. Пальцы дрожали. Все 3 года он держался. Верил, что не зря молчит. Верил, что сделал по совести. Верил в понятия. В дружбу. В долг. Теперь все это лежало в руинах. На следующий день он пошел в полицию. «Пишите заявление», — сказал дежурный. «Живодеры должны сидеть». Артем кивнул. «И не только за это», — сказал он тихо. «Есть и другое. Сашку взяли первым. При обыске нашли оружие, наркотики. Толик пытался сбежать, но его поймали через 2 дня. Им вменили не только жестокое обращение с животными, но и участие в вооруженном ограблении, за которое когда-то сел Артем. Теперь заговорил он. Подробности, схемы, доказательства, записи, имена. Все, что держал в себе 3 года. «Почему теперь?» — спросил его следователь. Артем посмотрел на фотографию Плута, которую положил перед собой. «Потому что я потерял все, что было дороже свободы». Артем не спал 3 ночи подряд. Плут лежал рядом, обмотанный бинтами, дышал тяжело, но уже ел понемногу. Артем гладил его по бокам, словно боясь, что тот исчезнет, как отец, как прошлое, как вера в людей. Он пытался понять, где именно ошибся. Неужели был настолько слеп? Ведь Толик был тем, кто в детстве вытащил его из драки. Сашка тем, кто делился последним в тяжелые годы. Они были как братья. И вот они оказались хуже врагов. Он прокручивал в голове вечер перед отсидкой. Как Сашка смеялся, хлопал по плечу. «Брат, мы тебя не забудем». Как Толик с пафосом говорил, «Мы за Плута, как за родного». А потом, когда он уже был за решеткой, ни писем, ни звонков, ни переводов. Но он все равно ждал.
Верил, молился на то, что хотя бы собака в порядке, что хотя бы его последний друг не страдает. Но реальность оказалась гнилью. И теперь это нельзя было просто забыть. Не отпустить, не перевернуть страницу. Плут был жив, но он долго еще не мог стоять на лапах. Артем сидел с ним ночами. Готовил куриный бульон, крошил сухари, поил из пипетки, когда у пса не было сил. И с каждой каплей злость внутри росла. Не истерика, не бешенство, а та холодная, чистая злость, которая не отпускает. Он писал заявление несколько часов. Медленно, четко, без эмоций. Указал имена, даты, схему ограбления, кто где стоял, кто держал сумку, кто взламывал сейф, кто сливал на водку. Приложил распечатку переписок, которые хранил на старом телефоне, оставленном у матери. Взял с собой и фото Плута, сделанное через 2 дня после освобождения. Пес сидел, обняв Артема мордой, его глаза были полны боли. Это было главное доказательство. В участке дежурный сначала смотрел на него с подозрением, а потом с уважением. 3 года молчали, тихо проговорил он. Почему сейчас? Артем достал фото. Потому что теперь я знаю, чего стоила моя тишина. Следствие пошло быстро. Сначала им не поверили. Уж слишком долго прошло. Но показания были подробными, совпадали с уликами, кое-какие детали всплыли, которые тогда еще не проверили. Сашку взяли первым. Он работал в автомастерской, думал, что все давно позади. При задержании кричал, что Артем с ума сошел. Толик пытался скрыться, но его нашли на даче под Вязьмой. При аресте не сопротивлялся, только посмотрел в пол. «Ты же просил бы, пробормотал он, когда Артем увидел его на очной ставке. «Я просил тебя заботиться о том, кто любил меня больше, чем ты когда-либо мог, а ты оставил его умирать на цепи». Суд длился 2 месяца. Артем приходил почти на каждое заседание. Его вызвали свидетелем. Он рассказывал подробно о том, как планировали дело, как он решил взять вину на себя, чтобы не подставлять братьев, как передал Плута. В зале стояла тишина. Судья сжал губы. Адвокаты обвиняемых пытались вытащить их, мол, не было умысла, собака была больна, не хватало денег. Но ветеринарные справки, фото и заключения зоозащитников не оставляли шанса. Показания Артема стали решающими. Сашка получил 8 лет. Толик – 6. Когда приговор зачитали, Артем не радовался. Он вышел, не оглядываясь. Плут ждал его у входа, лежа в траве у лавочки. Люди подходили, кто-то гладил пса, кто-то спрашивал, правда ли это тот самый, с фото. Артем только кивал. Теперь они были вдвоем. Дом, в котором он раньше жил, давно продан. Комната, снятая за последние деньги, была крошечной, но чистой. Плут каждый день набирался сил. Сначала начал ходить, потом бегать, потом приносить мячик. Артем смеялся впервые за долгие годы. Он больше не искал друзей, не отвечал на звонки матери, не возвращался к прошлому. Он просто жил рядом с тем, кто остался верным до конца. Через полгода он устроился работать на стройку. Тяжело, но стабильно. Плут каждый вечер ждал его у подъезда. Сидел как часовой. Люди привыкли, знали, это не просто собака, это его семья. Иногда к Артему подходили бывшие знакомые с вопросами, сплетнями, даже с предложениями вернуться в дело. Он молча отворачивался. Однажды вечером он сидел на берегу, бросая камешки в воду. Плут лежал рядом, уткнувшись мордой ему в бедро. Ветер гнал листья по дорожке. «Знаешь, брат», — прошептал Артем, — «если бы не ты, я бы, может, и не вышел оттуда живым. Ты меня держал. Даже там, за решеткой. Я каждый день представлял, как ты сидишь дома, как ждешь. А ты ждал. Пусть в аду, пусть в боли. Но ждал». Он погладил Плута по голове. Пес тихо зарычал. Не от злобы, а от удовольствия. «Ты лучше их всех», — сказал Артем. «Ты и был моей последней правдой. Из-за тебя я бы снова пошел на все. Но больше не надо. Теперь мы просто будем жить вдвоем. Без клятв, без понятий, без лжи». Плут посмотрел на него, моргнул медленно и лизнул руку. Это был единственный ответ, который имел значение.